Всем привет! С вами Катерина и канал Hobby Fun in Japan. И сегодня мы с вами будем отмечать 25-летие одного из моих любимых аниме – Full Metal Panic. Конечно же, отмечать это громко сказано. На самом деле ко мне пришла лимитированная фигурка Лаватейна, посвященная как раз 25-летию франшизы. Так что я просто решила сделать на нее мини-обзор. И, как водится, фигурка робота будет непростая. Это ведь линейка Metal Build. Кстати, так как это специальное издание, то кроме обычной упаковки у нее есть еще и специальный внешний рукав с артом. И именно по этой причине вы сейчас видите две коробки, а не одну. Ну и, конечно же, транспортировочный бокс тоже имеется. Но хватит про упаковку. Чекаем лицензионный стикер, расположенный под рукавом, и едем дальше. Состав Лаватейна ничем не отличается от версии Invisible Victory, так что кроме самого меха и подставки мы имеем просто огромное количество всяких аксессуаров и вооружений. Я думаю, тут даже говорить нет смысла, просто посмотрите на всю эту красоту! Кстати, в комплекте есть несколько мини-версий персонажей для создания эффектных диорам. И неожиданно бонусом добавлены два мини-летника с парочкой бонусных фигурок. Ну что ж, пришла пора выпустить нашего героя на свет ламп. Он крут, он нереально крут. Но, думаю, вы уже давно заметили, что кое-что в нем не совсем такое, как должно быть, а именно покраска. Дело в том, что Лаватейн выполнен не в привычной фанатам красно-оранжевой цветовой гамме, а в стандартных цветах арбалеста. И если посмотреть на коробку, то он даже называется Лаватейн Арбалест Референс. Эти цвета изначально планировались для нашего меха авторами, но в процессе дизайна было решено резко сменить городской серо-белый камуфляж на вызывающий красный цвет. Но знаете, данная версия мне нравится даже больше оригинала, ведь серо-белый робот выглядит более реалистично. Но вернемся к фигурке. Говоря про подвижность, скажу, что она точно такая же, как и у других армслейвов из линейки Metal Build. Я тут посадила Лаватейна на одно колено и открыла его кабину, чтобы показать возможности суставов. Но на этом, пожалуй, все. Вместо повторения того, что я уже показывала, просто предлагаю вам ознакомиться с моими ранними видео про Арбалеста и Гернсбека. Ну что ж, пришло время для самого главного, для лямбда-драйвера или драйва, не помню, как точно звучит в переводе. Этот режим не такой красивый, как у Арбалеста, но очень эффектный. Хвост на голове, думаю, и так хорошо виден, а вот что можно не заметить, так это открытые плечи. И, конечно же, выдвинутые в сторону элементы на голени. И вот мы подошли к самому интересному, к вооружению нашего меха. Лаватейн интересен тем, что на него можно повесить практически все снаряжение, которое добавили в комплекте. И при этом даже место для чего-то другого останется. Смотрите, пушка на спине, причем ее можно повесить как в сложном состоянии, так и в разобранном. И, конечно же, ножи на ногах. Эти два ножичка не просто крепятся к колену, но и могут быть раскрыты, как в аниме. Ну и само собой не забываем про дробовик в руках. В конце концов, это же любимая пушка Сагары. Из мелочей очень хочется отметить, что во всех магазинах есть патрончики. Или, наверное, правильно даже назвать их снарядики, так как размер пушек тут явно не маленький. Еще один интересный момент. У гигантской пушки, которая, кстати, называется Demolition Gun, есть два режима. Gunhauser Mod – это дальнобойный режим с длинным стволом. И обычный для применения на более близких дистанциях.
В этой позе очень хорошо видно, что в обычном режиме Demolition Gun по размеру почти такой же, как и обычный дробовик. Про ножи я уже говорила ранее, но вот вам поза с раскрытым ножичком. Кстати, именно в этой позе хорошо видны вспомогательные манипуляторы, выдвигающиеся из груди. Правда, что у ножей, что у манипуляторов есть один минусик. Это дополнительные части, которые нужно присоединять, чтобы все смотрелось красиво. Хотя подобные решения вполне себе естественные, особенно при небольших масштабах фигурок. Но мы медленно и верно переходим к финалу, и на очереди будет подставка. В отличие от других представителей серии Metal Build, у всех мехов из Full Metal Panic подставки представляют собой не специальное крепление, чтобы показать робота в прыжке или полете, а ремонтные доки. Смотрится очень круто, но все же возможности нормально закрепить Лаватейна в прыжке немного не хватает. Но именно из-за наличия дока в комплект робота добавили кучу мини-фигурок, которые можно использовать при создании диорамы. Жаль, конечно, что только их не покрасили. Но пора закругляться. И в завершении у меня почти нет слов. Это нереально крутая фигурка с шикарной покраской и огромным количеством аксессуаров. Но что же я говорю? Это же Metal Build. Так что ничего удивительного в таком качестве просто нет. Неудивительно и огромная цена в 27 тысяч йен, которая, на мой взгляд, наверное, является единственным недостатком этой фигурки. Но с другой стороны, для фанатов это настоящее сокровище, так что Лаватейн бесспорно стоит затраченных средств. Тут мне, наверное, хотелось бы попрощаться, но есть кое-что важное, и не сказать про это было бы огромным упущением. Недавно я делала репортаж с выставки Tamashii Nations, и там был вот такой вот интересный стенд. К чему это я? А к тому, что скоро я получу бустер и сделаю еще один мини-обзор. Ну а теперь уже точно все. Так что всем пока и до новых встреч на моем канале. И не забывайте подписаться, впереди еще много интересного.